Коэффициент полезной площади 89%. 3 ряда, 7 мест, люкс-отделка. И бытовая техника в придачу. Перед вами флагманский SUV линейки «Династия» от BYD «Великий Тан». Добро пожаловать на обзор BYD Datan. Будучи большим SUV, он также является самым крупным в истории марки BYD. Поверьте, его аура впечатляет, а дизайн экстерьера действительно очень хорош. Во-первых, он лаконичен. Во-вторых, достаточно прогрессивен. И при этом элегантен и монументален. Так что первый взгляд цепляет, согласитесь? Здесь множество деталей проработано отлично, включая различные хай-тек элементы. Но это все не главное, потому что в этом классе куда важнее содержание. Сегодня мы детально изучим интерьер большого Тан. Внутри первым делом нажимаем на тормоз. Тут предусмотрен электропривод двери. Все-таки это флагман. Но прежде чем говорить об интерьере, важный момент. Это инженерный образец, так что это не финальная версия. Говорят, эти детали не изменятся, но какие-то мелкие опции еще могут донастроить. Ну да ладно. Взглянем на общую концепцию интерьера Datan. Итак, главное — горизонтальные линии, создающие ощущение широты и простора. И при этом качество материалов действительно на высоте. Посмотрите на эти вставки с текстурой дерева, хромированные молдинги. Обивка кожи почти везде и мягкий пластик. Что касается дизайна, вот эта деревянная панель с таким изгибом поверхности немного перекликается с Tan L и вдохновлена элементами древнекитайской архитектуры, очертаниями крыш, поэтому смотрится действительно дорого и лаконично. Перед нами 3 экрана: цифровая приборка, центральный дисплей и экран для пассажира. Но что мне нравится больше всего, так это новое рулевое колесо, свежий дизайн. Трехспицевое, смотрится премиальнее. Размеры хват хороши. Спереди, кстати, большой проекционный дисплей. Сейчас не активен, но сам факт его наличия радует. Комплектация хороша, и выглядит все достаточно минималистично. Материалы тоже без нареканий. Внизу 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона. По центру — физические кнопки для управления подвеской и основными режимами движения. Здесь 2 подстаканника и небольшой отсек для телефона или мелочей. За ним передний мини-холодильник, а сзади для пассажиров второго ряда большой холодильник. Под центральной консолью имеется вместительная ниша. Там же видна система ароматизации. А перед пассажиром еще и небольшой крючок предусмотрели. На потолке спереди отдельный люк. На мой взгляд, все выглядит просто отлично. И данное цветовое решение очень даже ничего. Рядом есть еще светлая версия, тоже смотрится фактурно. Для этого ценового сегмента и класса интерьер более чем достойный. Передние кресла очень плотные. Боковая поддержка тоже хороша. И эта ромбовидная прострочка действительно добавляет шика. Подголовники тоже массивные. Сбоку на сиденье есть кнопка, чтобы откинуться в одно касание. И также режимы массажа. Переднее кресло с вентиляцией и подогревом. Тут все по-взрослому. Перемещаемся на второй ряд. Сразу отмечу, у Datan схема 2+2+3, 7 мест. Это отличает его от многих одноклассников, где чаще встречается 6-местная компоновка. Здесь же скорее вдохновлялись структурой кресел из минивэна. Мало ли, вдруг пригодится 7-е место. Вот из этих соображений и исходили. 7-е дополнительное место и практичнее, и выгоднее. Но сначала посмотрим, что собой представляет второй ряд. 2 кресла с эффектом нулевой гравитации — это бесспорно круто. И сами кресла такие же массивные и комфортные, с ромбовидной строчкой, как и спереди. Выглядят очень богато. На подлокотнике сдвигаем верхнюю часть и видим управление массажем, подогревом и вентиляцией, а также другие регулировки физическими кнопками. Что касается продольной регулировки, кнопки находятся сбоку, однако на дверной карте их действительно нет. Это может создать некоторый риск случайно задеть. Но, с другой стороны, так они всегда под рукой. Сбоку сиденья есть ниша для телефона. А внизу, в центральном проходе, имеется 2 подстаканника. И обратите внимание на подножку. Она цельная, без зазора. В поднятом состоянии она отлично поддерживает ноги
и общий комфорт становится выше. Угол наклона можно сделать очень большим и создать эффект невесомости. Отдельные кресла очень комфортные. Просто отлично, без преувеличения. На спинках передних сидений предусмотрены столики. Выглядят аккуратно и добротно. Очень основательно, никаких нареканий. И еще, как я упомянул ранее, сзади тоже есть холодильник. Этот будет побольше и практичнее. Над ним панель управления климатом для задних пассажиров и 2 порта Type-C. Над головой развлекательный дисплей для заднего ряда. Сегодня такой набор, как холодильник, телевизор и большой диван, обязан быть в полной комплектации. Кстати, этот экран сзади размером 17 дюймов. Качество картинки тоже неплохое. Панорамная крыша сзади тоже приличного размера. Так что задний ряд, на мой взгляд, все зависит от цены. Если уложиться в 300 тысяч юаней, то к заднему ряду вообще не придраться. Теперь о пространстве. Из-за того, что это инженерная версия, я не могу подвинуть водительское кресло. А вот второй ряд — пожалуйста. Сейчас водительское кресло максимально сдвинуто вперед. Кресло второго ряда в крайнем заднем положении. Мой рост чуть больше 170 сантиметров, и перед коленями почти 3 кулака. В общем, по ногам в крайнем заднем положении все отлично. Теперь сдвинем его до упора вперед. Так остается еще примерно кулак свободного места. В таком положении, если мы перейдем на третий ряд, там будет очень просторно. Но это, конечно, не самый показательный режим, поэтому я опять сдвигаю его назад и покажу вам третий ряд в самом тесном варианте. Ширина центрального прохода достаточная. Пройти можно без проблем. Итак, оценим пространство третьего ряда. Только что второй ряд был сдвинут максимально назад. Сейчас это минимальное пространство для ног сзади. 3 пальца. А теперь второй ряд в крайнем переднем положении. У меня на третьем ряду около 3 кулаков. Так что если выставить второй ряд в среднее положение, я думаю, при моем росте и на втором, и на третьем ряду будет по 2 кулака свободного места. Конечно, результат нормальный, на уровне основных конкурентов. Но вау-эффекта не случилось. Подозреваю, причина в том, что кресла в Datang очень плотные и массивные. В том числе и на третьем ряду и подушка, и спинка достаточно широкие и толстые. Так что по первым ощущениям действительно не было чувства необъятного простора. Но что касается комфорта посадки, тут все хорошо. То есть они нашли некий баланс между пространством и этими комфортными пухлыми креслами. Теперь детали третьего ряда. Во-первых, боковое окно. Посмотрите, какая приличная площадь. Так что на галерке не чувствуешь себя зажатым или оторванным от мира. По оснащению здесь мы видим регулировку электропривода сидения. Есть Type-C. И мало того, на третьем ряду есть подогрев, подстаканники и небольшая ниша для телефона. И учитывая, что в автомобиле 7 мест, то тут без вариантов 3 подголовника. Но если сесть в центре третьего ряда, это, конечно, будет менее комфортно. Переходим к багажнику. Электрическая дверь открывается, и тут маленькое предупреждение. Мой рост небольшой. Если вы повыше, угол открытия этой двери не сказать, чтобы очень большой, так что берегите голову. Теперь сам объем. Сейчас все 3 ряда разложены. Глубина неплохая. Места вполне достаточно для повседневных нужд. Чемодан на 20 дюймов влезет без проблем. И еще одна деталь. Под полом небольшие отсеки для мелочей. Но из-за того, что здесь расположен сабвуфер, он занимает приличное место. Поэтому в подполье не получилось организовать очень вместительное хранение. Но лично я, пожалуй, предпочту качество звука. По мелочам. Тут есть 12-вольтовая розетка. Рядом кнопки складывания задних сидений и небольшие крепления по бокам. Сами сиденья третьего ряда складываются в пропорции 40/60. Можно гибко трансформировать, получая достаточно практичное пространство. И еще один момент. Для чисто электрической версии передний багажник тоже должен быть довольно вместительным. Думаю, этого будет достаточно. Итак, мы осмотрели интерьер и пространство BYD Datang. И не забывайте, у него в запасе еще много высоких технологий.
Аккумулятор Blade второго поколения, технология мегабыстрой зарядки, двухкамерная пневмоподвеска, система подруливания задних колес и комплекс помощи водителю «Глаз Бога». Так что в целом Dathan показывает себя очень разносторонне. И если цена будет дружелюбной, уверен, он окажется в центре внимания. А мы увидимся в следующих выпусках. До новых встреч!